Очень красивые ягодки для букетов, здорово смотрятся, свеженькие, интересные, беленькие. Но меня не совсем устраивает такой вариант. Они не смотрятся настолько реалистично, насколько хотелось бы этого. И также при такой сборке все равно кое-где видно основу из зефирной глины. И они вот не совсем так, как в действительности растут. Поэтому я нашла настоящие веточки. Конечно, уже декабрь месяц, и они вот так вот совсем уж стали пожухшие. Но слепить можно. Мне даже вот такой вот вариант нравится. Видите? Я уже сделала вот такую вот веточку. И сегодня я вам хочу показать новый способ. Точнее, для себя я его открыла, испробовала. И мне очень понравился результат. Они действительно безумно легкие получились. В основу мы будем брать вот эти вот шарики и зефирную глину. И для создания именно такой окраски нам понадобится желтый цвет, зеленый и красный. Мы будем намешивать разные оттенки коричневого, охры и для веточки красноватый такой коричневый. Также понадобится нам проволока. У меня она в оплетке самая тоненькая. Острый стек. Можно зубочистку использовать. И какой-нибудь тоненький маленький шарик. Или вот такую вот резиновую кисточку силиконовую. Пинцет и ножнички. И, естественно, растворитель. Начнем мы со стволов, на которых держатся ягодки. Они, вот видите, коротенькие. Поэтому берем разного размера можно. Наводим из холодного фарфора светло-коричневый цвет. И от серединки нашу проволочку обтягиваем и прокручиваем. Точно так же, как и длинную основу, на которую мы будем крепить. Здесь уже можно сантиметров 5-7 обтянуть. Центральная линия у нас ровная и очень тонкая, видите? А вот эти вот короткие у основания вместе скрепления с главным стволом имеют широкую ножку. Как же ее сделать? Первоначально мы подкрашиваем в красно-коричневый оттенок. Кверху ствол светлый, поэтому сильно много не делайте. И сейчас короткую нашу штучку мы берем вот так вот снизу и ноготочками приподняли и обратно приспустили. Получаются такие складочки и толщина у самого основания. И оставляем сохнуть. Приступаем к ягодкам. В основу, для того, чтобы они получились действительно очень легкие, раньше я использовала фольгу или чистую зефирную глину, но ее уходило, конечно, много. В этот раз я попробовала вот из этих вот пенопластовых шариков, и мне очень понравилось, они безумно легкие.
прям, видите. Так, берем чистую зефирную глину. И начинаем обтягивать наши шарики. Сплющили, приложили и тщательно обтянули. Скруглили. Не делаем идеальную форму, они все друг к другу так прислоняются, и нет идеально круглых. Кое-где можно сделать углубление. И с одной стороны приподнимаем острым стеком вот эту вот пимпочку. Вот они, видите, миниатюрные такие. И оставляем. Берем следующий. Обтягиваем тщательно, чтобы у нас не было внутри воздуха. Обтянули. Где-то сделали углубление. И опять же пимпочку. Еще хочу обратить ваше внимание на строение самих цветов, соцветия. С одной стороны они практически все крупные, а вот с другой стороны ягодки мелкие. Поэтому берем разные размеры. Можно сделать, допустим, на первую веточку, на маленькую 5-6, на макушечку точнее, а на маленькую 3-4. Сразу много не делаем, так как нам необходимо будет с ними работать, пока они сырые, чтобы скрепить. Ну, допустим, еще один сделаем. Самый крупный. Теперь нам необходимо очень сильно развести краски масляные. Желтую и коричневый. Они имеют, ягодки, такой молочный оттенок, поэтому в желтый цвет, в разведенный, мы добавляем капельку коричневого. Вот сейчас я разведу и покажу вам. Вот он, желтый, видите, очень сильно разведенный, и коричневый. В желтый добавляем капельку коричневого, чтобы он стал приглушенным. Даже немножечко оттенок охры получается. И кое-где
берем, добавляем вот этот вот желтый оттенок. И везде пусть белизна у нас также остается. Чуть-чуть прошлись по каждой ягодке. Теперь сильно разведенным коричневым цветом сначала мы окрашиваем нашу пимпочку и кое-где притрагиваемся этим же цветом. Пимпочку и видите, они растекаются, и очень мягкий оттенок. То есть все делаем пока сырое. Разводим густо коричневый цвет и самым маленьким шариком делаем углубление. То есть он у нас немножко в краске, такой поеденный получается. Ставим хаотично. Покажу вот этим вот еще. Этим можно делать немножко другие формы, не только кружки. И дополнительно ярким коричневым вместе с капелькой желтого мы добавляем еще темноты вокруг наших точек. И можно самые краешки. Потеряла пимпочку. Сейчас берем маленькую коротенькую клейкую ВА, окунаем и начинаем собирать. Проткнули первоначально первую. Берем, смазываем клеем небольшой участок, боковинку и ствол. Как я уже сказала, с одной стороны ягодки более крупные. Приложили, подержали. И следующую, уже две боковинки и ствол. Клей у нас высохнет, и его не будет видно.
Если задели пимпочку, можно ее приподнять. И, допустим, сюда я еще хочу одну маленькую. И прижимаем. Таким образом делаем необходимое количество. Они все высохли. Сейчас приступаем к сборке. Если внимательно рассмотреть, идут парные и по одной. И в месте скрепления со стволом есть такие зачатки, бутончики маленькие и расширения. Собирать мы будем на нитку. Делали несколько оборотов. И с противоположной стороны также сделали. И прокрутили ниточку вниз. Берем наш цвет светло-коричневый. Из него катаем колбаску, оборачиваем вместе стыка, тщательно прижимаем и начинаем опускать. Вместе стыка тщательно сжимая, чтобы получился тонкий ствол. Прокрутили. Берем ножницы и делаем маленький надрез с одной стороны и с другой стороны. Слегка его подтягиваем и сплющиваем. Подтянули и сплющили. И там, где он заканчивается, поперек собираем глинку.
прищипывая. И тонируем красно-коричневым оттенком. Самые краешки этих прищипов не трогаем. Дальше приматываем еще одну. И таким же образом делаем. В дальнейшем можно сделать более толстую проволочку, ввести, чтобы ствол можно было вставить. Что видите, эта проволока, конечно, очень мягкая. Наши веточки готовы.